Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру Туманчик, да. Как говорится, вот так вот будем теперь чередовать вот такие вот так вот прохождения, будем чередовать их. Да, надо по правде будет уже скоро искать новые прохождения, так как новелки потихоньку уже к концу подходят. Ну, как минимум одна уже практически до финала добралась, как я понял. Например, про тот же самый Мертвый город уже скоро подойдет к окончательному концу, и мы смогли ее растянуть только где-то на 3-4 серии, где-то, может, она растянется максимум. Максимум на 3-4 серии она растянется, и все. Ну да, неприятно, но ничего не поделаешь. Все хорошее когда-нибудь да заканчивается. Ладно. А сейчас давайте перейдем к нашему путешествию по миру тумана. Я более-менее отдохнул от тумана, у меня хотя бы интерес появился, я не буду читать так быстро и с немножко без интересом, потому что что-то у меня интерес к игре потихоньку падает из-за того, что есть более интересные. Не знаю, может быть, потому что моментов тут таких прям акшоновых нету, или что-то такое, или ну просто потому что тут нет взаимодействия, например, с телефоном. Даже вот тот момент, когда нам приходилось в интернете, мне приходилось в интернете лазить и пытаться искать нужный ответ, это уже интересно. Ну да ладно. Все страшное позади. Мне удается сесть. Я осматриваю себя, никаких ран. Так, царапины. Оглядываюсь. Коридор превратился в бойню, повсюду лежат тела, хотя некоторые из ублюдков еще шевелятся. Кровь везде, на стенах, на полу и даже на потолке. Вот везет мне. Ну, и начинаю чихать прям в самый неподходящий момент. Валяются отрубленные руки и ноги. Обезглавленный зеленокожий толстяк сидит на коленях, будто молится. Из его распоротого брюха вылезли кишки. Громилы с клинками в своей плоти пригвождены копьями к стене. Ламес, обвязанный вокруг шеи цепью, мертвым стеклянными глазами смотрит на плиты пола. Всюду смерть. Ненависть перепол... Ненависть переполнила меня, когда я увидел, что вы упали. Избранный, без... Избранный, бесцветным голосом говорит Зурт. Подумал, все, конец. Я потерял вас, и потому стал сражаться неистово, не щадя себя. Никто не ушел от меня, от моей мести. А потом я склонился над вашим телом, желая оплакать, но раны, они оказались не смертельными, всего лишь царапины. Невозможно, невероятно. Я благодарен всем богам за столь великий дар. Мне просто повезло. Мне просто повезло. Нам надо спешить, избранный, пока сюда не сбежались другие. Помоги мне встать, помоги мне встать. Опираясь на плечи друг друга, мы направляемся в одну из ответвленных галерей. Направляемся в одну из ответвлений галереи. Каждым шагом дается, каждый шаг дается мне с трудом, наваливается страшная усталость. Зурт, похоже, тоже едва переставляет ноги. Дыхание тяжело вырывается из груди, крупные капли пота стекают по лицу. Спросить, ранен ли он. Я спрашиваю, ранен ли он, но в ответ помощник лишь отмахивается. Он говорит, куда надо сворачивать. Коридоры становятся узкими, все чаще ветвятся на пути, практически не попадаются просторные залы. Иногда мы проходили мимо помещений, в которых возвышаются печи, огромные стальные монстры с ртами-дверцами. Ну да, это же, как я и говорил, это что-то наподобие крематория. Что-то наподобие крематория. В этих помещениях свалены в кучу тела тех, кто работал в крематории. Хотя пару раз
Мы сталкивались с измененными, но всех их Зурд быстро и без усилий убивает. Наконец мы оказываемся на узкой комнатке, заставленной глиняными кувшинами. Зурд подходит к одной из стен, копошится в углу, пока не раздается характерный щелчок, и впереди не открывается проход, ведущий в абсолютный мрак. Я удивленно качаю головой. Этот глаз выведет нас к закрытому двору, находящемуся недалеко от храма мясного, говорит мой помощник, где мы в фонтане смоем грязь и переоденемся. К тому же там специально на такие случаи припрятаны лечебные настойки. Наши раны быстро затянутся, но... Что нас спрашиваю? Если Юрка нас предала, то, скорее всего, впереди ждут враги, и мы умрем. Других вариантов у нас все равно нет. Мой помощник растягивает губы в странной, отталкивающей улыбке. Затем помогает мне подняться. Мы заходим во мрак прохода, тайная дверь позади нас закрывается. На стенах вспыхивают странные стеклянные камни, даря холодный и чистый свет. Дорога ведет по бесконечному коридору. К счастью, мы ни с кем не сталкиваемся и вскоре попадаем в городской двор. Вы успешно прошли квест крематорий. До сих пор не могу поверить, что меня считают избранным. Зурд обещает доказать это. Наш путь ведет к храму мясного бога. Вот я дебил. Буду надеяться, будет какая-нибудь картинка, иначе мне неоткуда будет брать превьюшку, придется опять в интернете лазить. Поначалу мне кажется, что существо, сидящее на крыше храма, живое. Выглядит и взгляд его горящих красных глаз преграждает к месту. Из распахнутой пасти вырывается струйки дыма. И пусть у него гранитная плоть, пусть на мускулистом теле видны трещины и сколы, оно живое, в этом нет сомнений. Либо скульптор, создавший такое, был треклятым гением. Либо скульптор, создавший такое, был треклятым гением. Мы с Зурдом направляемся к храму, но мне сложно оценить красоту здания. Все внимание приковывает существо, мясной бог. Проследив за моим взглядом, мой помощник говорит: «Господин, старайтесь не пялиться столь открыто. Не забывайте нашу легенду. Вы местные, иначе стражи нас поймают». Опустить голову. Да-да, конечно. Я опускаю голову. Плиты под ногами не подогнаны плотно друг к другу. Поэтому мне приходится смотреть, куда ставлю ногу. По обе стороны от нас из земли торчат длинные острые камни, словно скрюченные пальцы великана. Их поверхности испещрены красными иероглифами. Наконец мы поднимаемся по широкой гранитной лестнице. Через каждые 10 ступеней стоят неглубокие бронзовые чаны, в которых лежат страшные подарки, куски мяса. Запах гнили выворачивает нутро. Мне приходится отмахиваться от роя вездесущих мух, крупных и блестящих. Зурд говорит: во время праздников жрецы кидают в чаны плоть тех несчастных, кому не посчастливилось оказаться в проклятом месте. Дань Богу. Дань Богу. Надеюсь, вы, господин, никогда этого не увидите. Потому что после такого зрелища нельзя стать прежним. Душа истлеет и превратится в пепел. Посмотреть на иероглифы. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, смотрю на бронзовые иероглифы, украшающие фасад храма. Они словно горят в алом свете подземного города, отчего кажутся живыми. Закованные в броню герои борются с крылатыми тварями, жрецы вырезают из груди свои сердца, чтобы отдать толпам оборванцев. Все они застыли в бронзе. Мы оказываемся под сводами под круглой арки.
в ее тени становится прохладнее. К тому же мухи отстали, больше не лезут в глаза и нос. У распахнутых двухстворчатых ворот на полу сидит нищий, чью кожу уродует серые бубоны. Кутаясь в лохмотье, он тянет к нам тощую костяную руку и стонет. Мой помощник обходит его стороной и переступает порог храма, я следую за ним. Стоило оказаться внутри, как у меня захватывает дух. Прямые спиральные винтовые лестницы занимают все видимое пространство, уходя к самому потолку. Честно говоря, я думал, тут будет мини-выбор, типа помочь ему, хотя бы дать немножко денежек или не дать. Ну ладно. На каждом этаже открытая галерея, по которым отсюда снуют тени людей. От такого нагромождения перил и колонн начинает кружиться голова. Еще одна... Извиняюсь. Еще одна немаловажная деталь. Свет в зале не кроваво-красный, а пепельный, будто посеребренный луной, отчего все здесь кажется зыбким, призрачным. Течет он из ламп, что держат на лестницах скульптуры странных существ. Прежде чем уйти вглубь храма, Зурт встает напротив мрачной чаши на пьедестале. Вытаскивает из-за пояса маленький нож и быстро чертит на ладони алую полосу. Его кровь такая густая, слабым ручейком течет в сосуд. «Плата за вход», — объясняет помощник. «Отсюда не видно, но за нами сейчас наблюдают. Пожалуйста, повторите все за мной. От этого зависит, попадем ли мы к нужному человеку. У нас нет права на ошибку». Согласиться. Я киваю, беру из рук нож и делаю то же самое, что и он. После чего, обвязав раны бинтами, из поясной сумки мы направляемся в сторону большого скопления лестниц. Молящийся. Ну, я по правде как-то отнекиваться не хочется, потому что тут в любом случае нам надо попасть. Попасть в храм, из-за этого тут отнекиваться уж никак не получится, как бы ни старались. Молящихся не так много, в основном они сидят на коленях напротив барельефов на стенах, изображающих мясного бога в разных позах. Одеты все одинаково, в красные шелковые робы с необъятными капюшонами, скрывающими лица. До моих ушей доносятся неразборчивые шепотки молитв и протяжные всхлипывания. Иногда возле пузатых колонн можно заметить жрецов в черных одеяниях, чьи лица скрывают золотые маски. Зурт встает напротив скульптуры девушки с завязанными платком глазами, опускает голову. «Слушайте меня внимательно, господин», — едва слышно говорит он. «Сейчас мы изобразим, что неистово молимся духом счастья, а затем, когда за нами перестанут следить, двинемся к противоположной стене. Видите стражи у двери? Только смотрите аккуратнее, не привлекайте лишнего внимания». Незаметно повернуть голову. Я медленно, будто ленясь, поворачиваю голову туда, куда указал помощник. Помечаю двух закованных в броню воинов. Пластины их бронзовых доспехов отбрасывают яркие блики в серебряном свете зала. Кончики копий уставлены в потолок. За спинами охранников виднеется широкий проход в длинный коридор, на чьих стенах чадят факелы. «Что мне делать?» – спрашиваю я. «Молитесь». Нахмурившись, опускаюсь на колени рядом с помощником, закрыв глаза и принимаюсь неразборчиво бормотать какую-то ерунду в надежде, что мой бубнёж сойдет за молитву. «Я знаю, как здесь все устроено, господин», — говорит Зурт. «Храм — огромный механизм,
И я знаю, как работает шестеренки в нем. Через треть, через треть, колок... через треть колокол охранники сменятся, и у вас будет около 120 ударов сердца, чтобы выскочить в коридор и подняться по лестнице к нашему человеку. Только повторю еще раз, делайте все в точности, как я скажу, иначе умрем. Хорошо. Можете чуть расслабиться, за нами уже не следят. Храм слишком огромен, всегда не хватает людей, чтобы за всеми усмотреть. То же самое касается и стражи. Во время их смены периодически коридоры остаются без охраны. Мы воспользуемся моментом, и только не переживайте, я делал так уже много раз. Мы сидим на коленях напротив скульптуры некоторое время, изображая из себя молящихся. Затем, выждав в нужный момент, Зурт поднимается и уверенно идет к противоположным от нас колоннам. Мысленно сосчитав до 20, я следую за ним. Меня так и подмывает оглянуться, чтобы узнать, не следит ли кто за нами. Лишь усилием воли подавляю это желание. Помощник уводит меня в тень, где я вижу проход. Широкий проход свободен. Стражи ушли, не теряя времени, не теряя времени даром, мы ныряем в коридор. Он длинный, со множеством ответвленных и ответвлений в анфилады, залы и кладовые. И везде абсолютная тишина, будто здесь кроме призраков никто не водится. Но эти иллюзии исчезают, как только Зурт, уводя меня, прячет за одной из комнат. Зажав мне рот ладонью, он предупреждающе шипит. И буквально через несколько мгновений в коридоре появляется стража. Погромых... Погромых... по- програ- Погромыхивая доспехами, она проходит мимо нас в сторону главного зала храма. Мы быстро, переводя дух, продолжаем продвижение. Вскоре упираемся в широкую винтовую лестницу, на чьих перилах поблескивают странные серебряные нити, испускающие слабый свет. «Ничего не трогайте», — говорит помощник. Это сигнальная система. Стоит похитителю только коснуться паутинки, как сюда сбежится вся охрана. Пошутить. Опасная сеть для хитрых мух, пытаюсь пошутить я. Деревянные Деревянные ступени под моими ногами протяжно скрипят, но громкий звук, похоже, ничуть не беспокоит Зурда. Тот уверенно поднимается наверх. Я не могу отделаться от ощущения, что вот сейчас нас поймают. На каком-нибудь из этажей наткнемся на жреца или его слугу, и конец приключения. И конец приключениям. Однако нам везет. На пятом витке лестницы мы выходим в коридор. Потолок здесь гораздо ниже Из освещения. Из освещения только настольные факелы. К тому же не дуют ледяные сквозняки, от которых все тело трясет. Тепло и даже уют за счет расстеленных на полу ковров. Тепло и даже уютно за счет расстеленных на полу ковров. Расстеленных. Зурт, пригибаясь, хотя вокруг никого не слышно, крадется вдоль стены. Останавливается напротив тяжелой деревянной двери, окантованной бронзовыми пластинами. Отбивает костяшками пальцев на этих пластинах некий ритм. Тук-тук, пауза, тук-тук-тук, пауза, тук-тук. Автоматически замок щелкает, и дверь приоткрывается.
пропустить в проем помощника первым. Пропуская помощника в проем первым, я иду следом. «Зурт, ты с ума сошел?» — раздается звонкий механический голос. «Сегодня же дар плоти. Тебе нужно как можно скорее убираться из храма». Передо мной возвышается странное существо. У него крупный торс с мощной грудью, мускулистые руки и ноги, неестественно длинная шея. Лицо полностью скрывается полностью скрывает пластмассовая белая маска с навечно застывшим грустным выражением. Уголки глаз, как и дуга губ, ощущ... опущены вниз. Из черных пролезней вырываются разноцветные лучи света, синие, зеленые, красные. Еще один, измененный, как и мой помощник. «Мы нашли избранного», — без лишних приветствий говорит Зурт. Существо вздрагивает, поворачивает лицо в мою сторону. Каждое его движение сопровождается легким звоном доспехов. Нет ни одного участника, нет ни одного участка тела, которое бы не было заковано в поблескивающие стальные пластины. Алый шелковый плащ красиво подчеркивает высокую фигуру измененного. Хромовик без лишних слов падает на колени. «Я так долго ждал этого момента», — тараторит он. Думал, как поведу себя при виде вас, что почувствую, о сияющий. И прошу простить меня за столь неподобающий вид. Мой помощник, заперев дверь, говорит: «Ты должен сообщить своей группе, что в назначенное время они были, чтобы в назначенное время они были в нужном месте. Присутствовать будут все, ты понял? Больше никаких склок и дешевых оправданий. Понимаю, что вам тяжелее всех, так как приходится участвовать в мерзких жертвоприношениях, но скоро все изменится, черное солнце засияет». Истинно так, брат», — отвечает хромовик. «Объясни». «Мне объяснят, наконец, что тут происходит?» — спрашиваю я. «Или опять от меня отмахнуться, как от назойливой мухи?» Мой взгляд инстинктивно пробегает по комнате. Богато, много мебели и ковров. Опасности не чувствую, поэтому я немного расслабляюсь. Прислушавшись прислонившись спиной к стене, Зурт говорит: «Избранным нужны ответы на свои вопросы, Свет. Свет, и ты должен их дать. Он еще многого не знает и не понимает, но это не умаляет его силы. Конечно, все, что пожелаете, но только советую поторопиться. Скоро начнется обряд, вы в большой опасности. И я даже не знаю, как вас выведу из храма. Неужели нельзя было выбрать другое время?» Кивнув, я подхожу к креслу и плюхаюсь на него. От всей этой беготни гудят ноги. Но знаете, вот тут мы и остановимся. Да, это будет более короткая серия, потому что у меня другие дела есть. Сейчас у меня просто времени не так много, из-за этого серия в этот раз будет поменьше. Буду надеяться, вам понравилось. Я постарался как-то больше вложиться в прочтение. Не знаю, заметно, незаметно. Пишите в комментариях именно мнение о видеоролике. Я как раз таки от этого и узнаю. Ставьте лайки или дизлайки, критикуйте. Предлагайте игры для прохождения. Буду рад с вами пообщаться. Заглядывайте в описание Заглядывайте в описание и переходите на мой Discord сервер. Буду рад вас там видеть. На мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик, разумеется. Так вы о новых видео узнаете, поможете видеоролику в продвижении, пополните нашу маленькую, но крепкую семью. Ведь нас почти уже 100 человек. Я все-таки планирую хоть что-то, думаю, завабацать на эти 100 человек. Все-таки не очень-то приятно будет оставить такую важную дату без ничего. Ведь скоро еще исполнится 3 года с начала жизни нашего небольшого канала. Ведь я, получается, уже 2 года на ютубе. И уже скоро будет 3-й год пойдет. Если, конечно, я не ошибаюсь.
И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.